Здравствуйте, дорогие телезрители! В этом выпуске мы поговорим с вами о системе АПРС. Вот что это я. Всем привет! Радиолюбительская система передачи данных АПРС. Аббревиатура от слов Automatic Packet Reporting System. Что это такое? Это система передачи именно пакетных данных, то есть не голосовых, по эфиру и по интернету. В этом видео я попробую вам кратко рассказать об этой системе. Это не значит, что после просмотра этого видео вы будете полностью представлять себе, что такое АПРС. Полностью, наверное, вообще никто не знает. Но какая-то первоначальная, краткая вводная информация об этой системе после просмотра видео, я надеюсь, у вас будет. АПРС – это цифровая система, передающая данные в реальном времени. Что это значит? Это значит, что она передает именно данные, то есть не голос, не голосовые сообщения, а сообщения с данными. И в реальном времени. В реальном времени это значит, что сообщения нигде не хранятся на серверах, не дожидаются появления их получателя в сети, а отправляются и получаются сразу же. Если получатель этих сообщений сейчас не на связи, то сообщения, соответственно, эти теряются и нигде не сохраняются. В сообщениях АПРС может передаваться разная информация. В основном сейчас это сообщения с координатами GPS от подвижных объектов. Но также могут быть сообщения с информацией о работающих где-то ретрансляторах, узлах VSX, их Halink и тому подобных, их входные и выходные частоты, субтоны, место расположения этих узлов, контактная информация операторов этих узлов и еще что-то подобное. Конечно, могут быть и персональные текстовые сообщения, адресованные кому-то именно, конкретному абоненту. Но пользуются этим очень редко, так как, во-первых, набирать сообщение с радиостанции неудобно. Во-вторых, нужно, чтобы обязательно получатель этого сообщения был именно сейчас, в момент отправки на связи. Ну, в-третьих, просто не очень это всем нужно. АПРС основана на технологии радиолюбительской пакетной передачи данных в протоколе AX25. Сама по себе радиолюбительская пакетная связь AX25 в наше время практически уже не используется радиолюбителями и можно сказать, что осталось в прошлом. Но именно на базе AX25 и работает АПРС. При обычном использовании AX25 связь происходит в рамках сессии или в рамках соединения. Если вы знаете IP-технологии, то AX25 в этом случае напоминает чем-то TCP-соединение, то есть имеет установку соединения, завершение соединения, передачу пользовательских данных в рамках соединения с обеспечением целостности этих самых пользовательских данных, то есть повтором не прошедших пакетов, сборкой этих пакетов в нужной последовательности. Так вот, АПРС всего этого не использует, а использует AX25 пакеты практически как UDP-пакеты в IP-технологиях. То есть отправитель отправляет свой пакет, АПРС-пакет в формате AX25, какому-то получателю или широковещательному адресу, но никак не контролирует доставку этого пакета. Просто пакет ушел и все. Пришел он получателю или нет, этого никто не знает в АПРС-сетях. При связи в AX25 радиолюбители обычно использовали различные скорости передачи данных на коротких волнах. Обычно эта скорость была 300 бот, на УКВ чаще всего использовалась скорость 1200 бот, иногда 2400 или 9600. В АПРС практически стандартно является скорость 1200 бот. В АПРС существует две среды распространения пакетов или два пространства распространения пакетов. Одно пространство – это радиолюбительский эфир, другое пространство – это интернет. Собственно, широкое распространение интернет и подтолкнуло к созданию АПРС вообще. Для перехода АПРС-пакетов из одного пространства в другое существуют АПРС-шлюзы. Их устанавливают радиолюбители в разных местах по всему миру. Другими словами, сеть АПРС представляет из себя множество АПРС-шлюзов, установленных в разных местах, в разных городах, которые транслируют пакеты из местного эфира в интернет-часть сети АПРС и обратно. В простейшем случае работу АПРС можно показать на таком примере. Если я с помощью какой-то радиостанции передам в эфир АПРС-пакет, находясь рядом с одним из шлюзов АПРС, то вы, находясь рядом с другим АПРС-шлюзом, вообще в другой точке планеты, сможете принять мой АПРС-пакет, который прошел через интернет и был передан шлюзом рядом с вами. В реальности, конечно же, так не получится, так как в сеть АПРС, в интернет ее часть, в интернет-пространство, поступает огромное количество АПРС-пакетов, и если бы каждый шлюз был настроен на трансляцию всех этих пакетов из пространства интернет-АПРС в эфир, то этот шлюз был бы просто перегружен, он непрерывно бы работал на передачу и все равно не успевал бы передать все пакеты. Поэтому каждый шлюз обычно настроен его владельцем так, чтобы он передавал из интернет-пространства АПРС
в эфир только те пакеты, которые интересны пользователям этого шлюза. А вот обратно из эфира, из местного эфира в интернет-пространство АПРС чаще всего шлюзы передают практически все пакеты за небольшим исключением. Ну, конечно, тоже кто как настроит. Как используется АПРС на практике? Существуют радиостанции со встроенными модемами, контроллерами АПРС и со встроенными GPS-модулями. Также существуют внешние какие-то модули или способы подключения к радиостанциям. И вот имея две радиостанции, например, с АПРС встроенными, с GPS-модулями, даже без всяких шлюзов АПРС можно просто видеть расстояние между двумя точками, в которых расположены эти радиостанции. Если, конечно, это расстояние позволяет вообще этим радиостанциям связаться между собой. Но самые большие возможности дает наличие сайтов, отображающих АПРС-объекты на картах. То есть на этих сайтах отображаются все точки, координаты которых были переданы в АПРС-пространство. Неважно откуда, неважно из какой точки мира. То есть если какая-то ваша станция передает свои координаты или какие-то координаты, введенные в нее вручную, передает в сеть АПРС, то эта станция будет отображаться на этих сайтах, на картах. Очень удобно, можно видеть, где какая находится станция, траектории движения, например, автомобильной или пешей радиостанции. И сами узлы АПРС, то есть шлюзы АПРС, они обычно тоже передают периодически пакеты как в эфир, так и в интернет-пространство АПРС, пакеты-маяки со своими координатами, поэтому их тоже видно на картах на этих сайтах. С чего начать практическое знакомство с АПРС? В первую очередь с сайта aprs.fi. Собственно, на этом сайте и видно карту со всеми АПРС-объектами, со всеми координатами объектов. Можно посмотреть информацию об этих объектах, какие-то комментарии, текстовые сообщения, что это за объект. Например, если это какой-то узел, то там написано, что это за узел, чей, какой позывной и так далее. Для начала изучите этот сайт, посмотрите, какие есть на нем АПРС-шлюзы, где их больше, где их меньше. В России, к сожалению, их очень немного. Оборудование для работы в системе АПРС, в режиме АПРС – это отдельная большая сложная тема. Этому вопросу я планирую посвятить отдельное видео. А пока я думаю, что этой информации будет достаточно для первого ознакомления с тем, что такое АПРС вообще. Спасибо, что смотрели это видео. Смотрите также другие мои видео, подписывайтесь на канал, группу ВКонтакте, в Facebook. Здесь был Алексей Игонин. Всем пока.